Когда полицейским нужно остановить машину, которая движется на большой скорости, обычные меры не всегда помогают. Знаете ли вы, что современные технологии позволяют останавливать автомобили без необходимости гоняться за ними? В этом ролике я расскажу вам о самых интересных и эффективных приспособлениях для остановки автомобилей. Вы узнаете, как работают устройства вроде Mobile Spike, шипованных лент и других технологий. Какие у них есть плюсы и минусы? Как эти приспособления помогают избежать аварий и обезвредить нарушителей дорожного движения? Пристегивайтесь, стартуем. Start Chase. Как поймать преступника, который мчится от полицейской машины на большой скорости? Можно гнаться за ней и создавать аварийные ситуации на дороге, а можно использовать устройство, разработанное специально для таких случаев. Это Start Chase. Изобретено оно было в 2006 году компанией Start Chase Pursuit Management. Принцип работы заключается в том, что оно стреляет снарядом с GPS-трекером, который крепится на автомобиль нарушителя. Один меткий выстрел, и полиция может спокойно отслеживать машину на расстоянии. Как только полицейские решают, что погоня становится слишком опасной, они стреляют из устройства. Снаряд приклеивается к автомобилю нарушителя, и на карту передаются его координаты. Полиция может снизить скорость или прекратить погоню вовсе, продолжая следить за нарушителем на безопасной дистанции. Положительные стороны Start Chase очевидны. Это снижение риска аварий во время погони, уменьшение нагрузки на полицейских и повышение безопасности для всех участников движения. Однако есть и недостатки. Главный минус – это высокая стоимость устройств и необходимость их регулярного обслуживания. Кроме того, в некоторых случаях GPS-трекеры могут давать сбои, особенно в условиях плохой видимости или плотной застройки города. Мне кажется, отличный вариант, чтобы без аварий остановить нарушителя. А вы как думаете? Global Grab. Еще одно приспособление, которое может остановить автомобиль без погони. Global Grab 400, изобретенное в 2004 году. Оно может захватить автомобиль, как сеть ловит мяч, мгновенно останавливая его движение. Когда автомобиль подъезжает, система активируется и выпускает металлический барьер, который поднимается из-под земли. Передние колеса застревают в решетке, блокируя автомобиль без резких ударов или потерь управления. Что скажете? Очень удобно на контрольно-пропускных пунктах, в охраняемых зонах и местах, где необходимо оперативно остановить потенциальную угрозу. Плюсы у этого приспособления очевидны. Оно минимизирует риски для полицейских и окружающих, останавливая автомобиль мягко и быстро. Также система может выдерживать значительные нагрузки. При тестировании она остановила 7-тонный грузовик, движущийся со скоростью 60 км в час. Одним из минусов является стоимость системы. Установка Global Grab 400 может обойтись в значительные суммы. Используется она в разных странах, особенно в США и Европе. В 2020-м это устройство помогло остановить автомобиль с вооруженным преступником на одном из контрольно-пропускных пунктов в США. Это устройство не только спасло жизни полицейских, но и предотвратило возможную трагедию на дороге. Что думаете? Надежное устройство? Напишите в комментариях. А я перейду к следующему прибору, который позволяет даже не касаться автомобиля, чтобы остановить его. RF Safe Stop – инновационное устройство, разработанное для полиции и военных с целью безопасной остановки автомобилей без необходимости физического контакта. Впервые устройство было представлено в начале 2000-х годов британской компанией A2 Ager Technologies. Принцип работы Safe Stop заключается в излучении направленного пучка радиоволн, который воздействует на электронику автомобиля, тем самым блокируя системы управления двигателем. Это делает невозможным дальнейшее движение транспортного средства. Очень удобное устройство, когда обычные методы остановки, такие как шипы или заграждения, могут быть слишком опасными. Среди главных плюсов RF Safe Stop это его способность предотвращать аварии и минимизировать риск как для полицейских, так и для нарушителей. Оно эффективно против современных автомобилей, оборудованных сложной электроникой. Однако прибор работает лишь на определенной дистанции, и его эффективность может снижаться в зависимости от защитных систем некоторых автомобилей. Также стоимость устройства достаточно высока, что ограничивает его распространение. Несмотря на эти ограничения, RF Safe Stop внедряется в арсенал полиции и военных по всему миру. Его потенциал в снижении числа погонь и аварий только растет. Как вам такой метод остановки автомобиля? Subtech Tire Killer. Следующее устройство, которое помогает полиции остановить автомобиль и не прибегнуть к опасным маневрам и гонкам, называется Subtech Tire Killer. Расскажу, как оно работает. Специальные шипы, встроенные в дорогу, активируются при необходимости и пробивают шины у автомобилей, которые пытаются скрыться от погони. Это сразу приводит к остановке транспортного средства. Первые версии устройства появились в 2000-х годах и быстро нашли применение среди служб безопасности по всему миру. Когда полицейские устанавливают это устройство
устройство на дороге, шансы, что автомобиль нарушителя продолжит движение после того, как шины будут повреждены, практически равны нулю. Это снижает вероятность аварий, так как гонки на высокой скорости становятся невозможными. Устройство может быть использовано в самых разных ситуациях, от преследования опасных преступников до защиты въездов на особо охраняемые территории. Однако событиях Tire Killer работает только в местах, где оно установлено, и не всегда эффективно против тяжелых автомобилей с усиленными колесами. Кроме того, при использовании устройства может возникнуть риск потери контроля над машиной, что создаст потенциально опасную ситуацию для других участников дорожного движения. Так что же лучше, гонки с риском или остановка с помощью технологий? XNet. Лучшей системой безопасной остановки автомобиля считается система XNet Kinetic Q. Это уникальное устройство, которое позволяет полиции остановить автомобиль, используя прочную сеть, которая оборачивается вокруг колес, постепенно замедляя движение. Но вы, наверное, слышали о другом способе – шипованных лентах, которые бросают на дорогу для прокалывания шин. У шипов есть один большой минус. Резкая потеря давления в шинах может привести к полной потере контроля над машиной. Это может угрожать не только водителю, но и окружающим, включая самих полицейских. Чем выше скорость, тем серьезнее последствия. И вот здесь XNet выигрывает. Она не пробивает колеса, а значит машина замедляется плавно, минимизируя риски аварии. Сетка оборачивается вокруг передних колес, заполняет колесные арки, препятствуя вращению. В результате средняя дистанция до полной остановки не превышает 80 метров. Еще одно преимущество XNet – это мобильность. Ее можно быстро развернуть на любой дороге. Размер полотна составляет 5 на 3 метра, хранится в специальном рюкзаке в багажнике. Чтобы развернуть такую сеть, требуется меньше 20 секунд, и ее можно использовать повторно, если, конечно, удастся вытащить из-под автомобиля. Однако система рассчитана на легковые автомобили и может быть менее эффективной против крупных грузовиков. Тем не менее, XNet остается одним из лучших решений для безопасного замедления автомобилей. Станет ли XNet будущим полицейской техники? Что думаете? Mobile Spike. Когда на дороге нужно быстро остановить автомобиль без риска для окружающих, на помощь приходит Mobile Spike. Эта система отличается тем, что устанавливается прямо на полицейский автомобиль и активируется одним нажатием кнопки. В отличие от традиционных шипованных лент, которые бросают на дорогу, Mobile Spike монтируется сбоку машины и выдвигается прямо под колеса преследуемого транспортного средства. За счет этого подхода полиция может сохранять контроль над ситуацией, не перекрывая дороги и не создавая дополнительных препятствий для других участников движения. Mobile Spike был изобретен в начале 2000-х годов и уже успел доказать свою эффективность. Система, способная остановить автомобиль, движущийся на скорости до 80 км в час. Одним из ярких примеров использования стал случай в Соединенных Штатах, когда с помощью Mobile Spike полицейским удалось остановить угонщика, который пытался скрыться на высокой скорости. Это позволило предотвратить возможную катастрофу на загруженной трассе, и никто из прохожих не пострадал. Среди положительных сторон Mobile Spike можно отметить его точность. Система активируется именно тогда, когда это необходимо, и сразу же нейтрализует угрозу. К тому же она легко интегрируется в стандартные полицейские машины. Но, к сожалению, устройство не идеально для остановки больших грузовиков или автомобилей с высокопрофильными шинами. Как вам такой способ остановки машин? Делитесь своим мнением в комментариях. Spike Stinger. Когда разыскиваемому преступнику удается ускользнуть, а дороже всего становится безопасность граждан, на помощь приходит Spike Stinger. В арсенале полиции многих стран, от США до Японии, находится этот простейший, но эффективный инструмент. Spike Stinger, или как его называют шиповая лента, выглядит весьма неугрожающе. Набор шипов, которые разбрасываются поперек дороги. Представляете, это устройство способно остановить машину, движущуюся со скоростью до 200 км в час. Мгновенно пробитые колеса приводят к остановке транспортного средства, минуя долгое и опасное преследование. Но это еще не все. Spike Stinger легок в использовании и транспортировке. Полицейский может развернуть его всего лишь за 5 секунд. Однако есть и недостатки. Время, необходимое для восстановления устройства, и риск, который возникает, если на него случайно наедет другое транспортное средство, не связанное с погоней. Spike Stinger стал незаменимым элементом арсенала полиции, обеспечивающий быструю и безопасную остановку автомобилей. В следующий раз, когда увидите полицейские мигалки и ощутите напряжение, знайте, что где-то рядом может находиться этот маленький герой дорог.
Круг-хук. Взрыв адреналина на дорогах, машины на полной скорости, преступники пытаются уйти, но у полицейских есть козырь в рукаве. Круг-хук. Этот гениальный инструмент помогает остановить беглецов и защитить невинных. В начале 2000-х Кевин Триго мечтал стать полицейским. Однако неудачные попытки сдать вступительные тесты оставили его вне службы. Несмотря на это, Кевин не переставал смотреть репортажи о скоростных погонях и замечал одну и ту же печальную закономерность. Большинство из них заканчивались авариями. Работая на погрузчике на стройплощадках, Кевин пришел к идее: преступников нужно цеплять как грузы. Вложив 16 лет и $100 тысяч в разработку своего изобретения, он создал круг-хук. Устройство состоит из двух стальных профилей, скрепленных мощной пружиной, и крепится непосредственно к раме патрульного автомобиля. Обычный бампер оказался недостаточно прочным для такой задачи. Сработать круг-хук может в двух сценариях. Первый, когда офицер останавливает подозрительную машину для проверки. Он подъезжает вплотную и активирует захват, не повреждая автомобиль, тем самым исключая возможность побега нарушителя. Второй — непосредственно во время погони. После захвата патрульный резко тормозит, безопасно останавливая преследуемого. Использование круг-хук распространилось в США, Канаде, Австралии и Великобритании. Полицейские оценили его за возможность заканчивать погони быстро и без жертв. Такие устройства, как круг-хук, становятся незаменимыми инструментами для правоохранительных органов. Они доказывают, что простые идеи могут превратиться в надежные решения, которые защищают. А может, у вас есть идеи, как останавливать дорожных гонщиков? Жду ваши идеи в комментариях. Грэпплер-бампер. Когда речь идет о преследовании автомобилей, полицейские сталкиваются с трудными задачами. Но что, если бы существовал способ мгновенно остановить любое транспортное средство, не ставя под угрозу жизни окружающих? Именно для этого был разработан грэпплер-бампер, уникальное устройство, которое уже спасло множество жизней и предотвратило аварии. Грэпплер-бампер был изобретен в 2007 году в США. Это приспособление представляет собой специальный механизм, который полицейские могут использовать для остановки автомобиля, когда тот пытается скрыться. Как он работает? Грэпплер-бампер представляет собой механизм с двумя длинными захватами, которые разворачиваются и захватывают заднюю часть автомобиля, обвязывая его колесо. Это заставляет машину остановиться. Даже если водитель продолжает набирать скорость, грэпплер-бампер блокирует движение колес, что приводит к остановке автомобиля. Грэпплер-бампер способен остановить машину, движущуюся со скоростью до 100 км в час. Однако грэпплер-бампер может не сработать, если у автомобиля низкий дорожный просвет. Грэпплер-бампер используется не только в США, но и в других странах, таких как Великобритания и Австралия. А вы что думаете? Это безопасный метод остановки автомобиля? Optima Mobile Hydraulic Road Blocker. Когда преступник мчит на высокой скорости, что вы сделаете, чтобы остановить его? Полиция использует разные технологии, и одной из самых эффективных является Optima Mobile Hydraulic Road Blocker – мобильное гидравлическое блокирующее устройство, способное остановить любое транспортное средство. Изобретенный в 2012 году Optima Mobile Hydraulic Road Blocker позволяет правоохранительным органам блокировать дороги в ситуациях, когда необходимо предотвратить опасные действия водителей. Работает он следующим образом. Когда он активируется, специальные металлические конструкции поднимаются из земли и преграждают путь автомобилю, обеспечивая безопасность окружающим. Устройство способно остановить автомобили, движущиеся на скорости до 100 км в час. Преимущества Optima включают в себя простоту использования и мобильность. Его можно установить в любом месте, где это необходимо. Однако есть и недостатки. Установка требует времени, а блокировщик неэффективен на участках с ограниченной видимостью. Optima стала важным инструментом в арсенале полиции Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Что скажете, способно ли оно сделать дороги безопаснее? Друзья, сегодня вы узнали о приспособлениях, которые помогают полицейским безопасно останавливать машины. Теперь вы знаете, как такие системы помогают предотвратить аварии и обезвредить нарушителей на дорогах. Какое из этих устройств кажется вам наиболее эффективным? Может, вы знаете о других технологиях, которые используют для остановки машин? Пишите свои мнения в комментариях. Вы разобрались, как полиция поддерживает порядок на дорогах, но не менее важно донести эту информацию до зрителей, ведь качественный контент – это то, что помогает людям узнать о таких полезных технологиях. Если вы хотите стать частью нашей команды и помогать создавать видео и хотите рассказывать об инновациях, то у нас есть отличная новость. Мы ищем талантливых людей, которые могут помочь нам создавать потрясающие видео. Если вы умеете монтировать, озвучивать ролики на разных языках или пишете креативные сценарии, мы будем рады работать с вами. Напишите нашему телеграм-боту, ссылка в описании. Не забывайте поставить лайк, если ролик был интересен, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.